Но мужчина не обязан делать вас счастливыми. Женщина всегда даст мужчине понять, что он ей нравится. Мне очень нравится, когда мужчины начинают рассуждать над тем, но это же просто был секс. Свадьба случается тогда, когда решает женщина. А влюбленность, я считаю, это божий дар. Твой мозг расшифровывает женский голос тем же центром, которым он расшифровывает музыку. Почему говорят, что женщине нужна женщина? А кто все-таки должен извиняться первым в отношениях? На самом деле это большой миф, что все мужчины изменяют. Глупости все это сохранять отношения ради детей. И он понятия не имеет, что вам страшно, когда он молчит. Если мы не столкнемся с человеком, который нам не подходит, как мы узнаем, кто нам подходит? А вот попробуйте попасть в какой-то форс-мажор. Например, совместное путешествие. Но зато через запах вы можете вспомнить абсолютно все. И если изначально идет несовместимость по запаху, ничего у этой пары не получится. Он может только усилить то, что у вас есть, но он не может вам дать того, чего у вас нету. Если в ваших отношениях появился сквозняк, значит, между вами достаточно места, чтобы туда просочился кто-то третий. И это позволяет выходить из любого кризиса. Выбирай сердцем, но воплощай мозгом. Запоминайте. В рейтинге самых популярных запросов Google тема отношений будет всегда стоять на первом месте. Очень много статей в разных глянцевых журналах об этом спорят во все времена. Но об этом мы сегодня поговорим с Анной Прохоровой, доктором медицинских наук, автором более 100 научных работ и основательницей Академии ментальной эффективности, которая за 5 лет выпустила более 5000 учениц в 32 странах. Анна Владимировна, сегодня мы не научным языком, а может быть и научным, будем разговаривать про такую сладкую, классную и немножко спорную тему, возможно, для научного мира, тему отношений. Давайте, жду провокационных вопросов. Начнем не с провокационной, а начнем с красивой истории любви. С вашей историей любви, с вашим супругом. Очень интересно, можем ли мы рассказать ее миру. Почему же нет? Мой супруг и наша история заслуживает того, чтобы о ней рассказывать. Это мой второй супруг, и это про то, что отношения не всегда бывают до гробовой доски от ЗАГСа и прям вот туда. Поэтому это была моя вторая попытка, причем очень удачная, я считаю. Да и первая была удачная. На самом деле у меня 2 прекрасных детей, у которых прекрасные отношения с их отцом. Поэтому вторая попытка – это уже про такое зрелое счастье, про такие зрелые отношения. Мне уже был 5-й десяток, когда мы стали их строить, и замуж я вышла в 43 года. Если вдруг вы задумываетесь о том, что вы не нашли свою судьбу в 28 лет, вы считаете себя старой девой, возраст женщины всегда прекрасен для создания красивых отношений. Конечно, на самом деле возраст здесь абсолютно ни при чем. Вопрос ваших ценностей, вопрос ваших целей, вопрос того, почему вам хорошо вместе. И, кстати, именно взрослые, такие зрелые отношения – это про то, что партнерам по отдельности просто прекрасно, но вместе им еще лучше. И поэтому все было на самом деле банально и прозаично, поскольку я врач, мой супруг пришел ко мне на прием, наш общий друг его прислал. Да, и у меня всегда табу, в принципе, со студентами или с пациентами выходить за рамки профессионально-деловых отношений. Поэтому его креативность, учитывая, что он человек творческий, взяла верх, победила. И на самом деле я считаю, что я не зря сдалась. Он был очень настойчив, очень долго ходил лечить ко мне свою головную боль. Я даже предполагаю, что он ее уже имитировал. Вполне возможно. Обычно имитируют женщины. Поскольку человек творческий, ему нужно было найти повод. И путь. И я на это закрывала глаза. Мне нравилось, когда он приходил на приемы. И до сих пор у нас такая семейная байка, когда я его поставила в позу Ромберга, это когда мы проверяем функцию мозжечка, то есть баланс, насколько человек хорошо владеет своим телом. Это так условно: постойте смирно, с закрытыми глазами, вытянуть руки вперед. И мы смотрим, насколько человек устойчив в этой позе. Значит, я его поставила в эту позу целенаправленно. В его жалобах эта поза не нужна была для проверки
Но мне хотелось его рассмотреть. Но как я могу его Хитрый доктор. рассмотреть? Как я могу его рассмотреть? Конечно, когда у него закрыты глаза, мне же неудобно пялиться на него, когда он сидит у меня как пациент, а я как врач. Соответственно, я его поставила в позу Ромберга и рассматриваю. А он в это время, он значимо выше меня, и у него пушистые ресницы. Оказывается, не до конца закрыл глаза. И он видел, как я его рассматриваю. И он потом мне припоминал 140 раз: конечно, рассмотрела меня всего. Вот, и такая семейная байка. Поэтому на самом деле мы абсолютно разные. Он музыкант, он творческая личность, и я ученый, прагматичный, занимающийся мозгом, но при этом достаточно романтичный, как выяснилось. Но самое интересное, что я очень долго, и это опять-таки лайфхак, да, не могла понять, ну вроде бы все хорошо, вроде бы все романтично, конфетно-букетный период закончился. Я решила, что я хочу выйти за него замуж. Вы же знаете, что свадьба случается тогда, когда решает женщина, что семье быть. Ну, то есть женщина принимает. Ровно так же, как и когда семья заканчивает свое существование, в принципе, это женщина принимает решение. По крайней мере, по статистике совершенно точно, я с этим согласна. Так вот, когда я уже решила, ну, как бы я готова замуж, ну, что ж такое-то? Ну, почему он не зовет туда? Вроде все основания для этого есть. Почему не зовет? И стала анализировать, раскладывать статистику, как я привыкла это делать. И думаю, как-то часто звучит фраза «не говори так громко, не кричи». А поскольку я педагог с огромным стажем, у меня две опции: громче и тише. Ну, когда нужно объяснить что-то более понятно, как тогда мне казалось, нужно повысить тон, и я сама этого не замечала. А у него идеальный слух. Его друзья, коллеги называют его золотыми ушами республики. И он слышит даже четверть октавы. Ну, то есть вот изменения даже на четверть октавы, для него это очень чувствительно. И когда я повышала тон, чтобы что-то лучше, как мне казалось, ему объяснить, для его мозга это было криком. И, естественно, у нас натягивались отношения, потому что он тут же закрывался. И как только я это выяснила, выцепила вот эту закономерность своим научно-статистическим мозгом, я стала изучать, как вообще мозг мужчины воспринимает звук и женский голос. И выяснилось, что мужской мозг расшифровывает женский голос тем же центром, которым он расшифровывает музыку. Потому что женский голос намного сложнее, нежели мужской. И, кстати, даже галлюцинации слуховые галлюцинации в своем большинстве наши пациенты слышат мужскими голосами. Мозгу менее энергозатратно воспроизвести мужской голос. И вот, узнав это, я стала тренировать свой голос, музыку, и зазвучала по-другому в общении со своим супругом. И буквально в течение месяца я получила предложение о замужестве. Удивительная история. Это вот интересный момент, как адаптироваться друг к другу и учесть потребности друг друга. Очень большая и красивая тема, важная, к которой люди приходят, научившись разговаривать. Я вообще говорю о том, что умение говорить это то, что отличает нас от всех остальных живых существ на Земле. Это Божий дар, это вторая сигнальная система по Павлову, академик Павлов, который получил Нобелевскую премию в свое время. И умение говорить и умение слышать другого человека, потому что очень часто мы говорим и при этом слышим только себя. Умение слышать другого человека, слышать между слов, слышать между эмоций. Это важнейший навык тех, кто хочет быть долго и вместе, и счастливо. И, кстати, очень интересно, было проведено такое большое научное исследование, ему более 30 лет. Ученые наблюдали за парами, чтобы определить, ну, опять-таки, согласие этих пар, определить какие-то критерии, которые говорят о том, что пара в течение ближайших 7 лет точно расстанется. И вот одна из этих метрик — это неумение слышать друг друга и неспособность заходить в конфликт, который в любом случае случается при любых отношениях, изначально с намерением договориться.
То есть если вы заходите в какую-то, ну, скажем так, коммуникацию на высоких тонах с желанием прежде всего оказаться правой, нежели взаимно счастливой, то, скорее всего, такие отношения долго не продержатся. Поэтому умение говорить, договариваться, слышать друг друга — это очень важно. Ну вот любые отношения, какая бы ни была большая любовь, она проходит кризисы. У кого-то они раньше случаются, у кого-то позже. Как вы преодолевали эти кризисы в своей семье и как вообще принято их преодолевать, если ты не доктор медицинских наук? На самом деле здесь абсолютно не зависит от того, доктор ты или не доктор, музыкант ты или ученый. Здесь вопрос того, как ты отвечаешь на вопрос, хочу ли я с этим человеком просыпаться дальше вместе. И если ответ положительный, то тогда нужно искать способы. Кризисы почему случаются? Потому что изменения неизбежны. И в процессе наших отношений и я, и ты, и мы эволюционируем. И очевидно, что ждать того накала страстей, который был у вас в конфетно-букетном периоде, или там в медовый месяц, или в первый год вашей совместной жизни, более чем странно, когда вы вместе живете уже 10 лет. Там другие метрики вашей близости, там другой клей. И когда вы это понимаете, то очень важно, и опять-таки метрика, почему вы вместе, как проживать кризисы. Во-первых, признать, что не все хорошо, что что-то пошло не так. То есть когда мы начинаем исправлять ситуацию, когда мозг понимает, что нужно что-то менять, потому что мозг очень любит прогнозировать. И опять-таки последние научные исследования показали очень интересную вещь. Если мы вернее, не так. Наш мозг анализирует поступающую информацию, анализирует наши стратегии эмоциональные, поведенческие, наши реакции. И на основании нашего поведения он может спрогнозировать, что с нами будет дальше, как мы себя поведем, какие события случаются. И если случается другое событие, мозг начинает перестраивать стратегию. И весь фокус в том, что мы сами можем создать другое для себя событие, если череда тех событий, которые мы называем кризис, нами опознана. То есть мы поняли, что что-то идет не так, нам это не нравится, но мы хотим быть вместе. И нужно садиться и разговаривать. И опять-таки метрика, которую дает нейронаука, когда люди выйдут из кризиса, в каких ситуациях, ну, при условии, что они продолжают любить друг друга и понимают, что нужно что-то исправить, и если у них много общих воспоминаний. То есть чем больше в вашем общении фраз, которые начинаются со слов «а помнишь?», «а помнишь?», «а помнишь?», Запоминайте. потому что нам свойственно помнить хорошее, когда мы создаем воспоминания вместе. Как только мы начинаем отдаляться друг от друга, мы начинаем общие воспоминания переписывать по отдельности. И тогда всплывают обиды, недопонимания, какие-то инциденты, ссоры. И вот это тоже очень важный критерий. Посмотреть и просто осознать. Я сейчас по отдельности наши общие воспоминания стала переписывать. Или мы продолжаем его вспоминать вместе, и это спасательный круг. То есть в любом кризисе важным спасательным кругом являются общие воспоминания, а вторым спасательным кругом являются общие цели. У нас с супругом, безусловно, много общих воспоминаний. Это в основном наши путешествия, потому что у нас нету совместных детей. И я решила, и потом мы приняли совместное решение, что я буду ребенком в семье, любимой девочкой. Вот. И он уважает мое решение. Но у нас очень много общих путешествий, и это держит нас на плаву, и должны быть общие цели. Наша общая цель — это наш дом, который мы строим, мы об этом говорим очень часто, потому что как бы мы ни поругались, а мы ругаемся в любом случае, это жизнь. Нам нужно вместе выбирать там условно краску для стен, нам нужно вместе выбирать какую-то лампу там в холл и так далее. И второе, у нас общая цель — это, как мы говорим, наши дети. То есть у нас есть общее совместное дело, это нейросенсорная стимуляция, метод воздействия на мозг детей с аутистическим расстройством, с речевыми задержками. Я ставлю диагноз, он прописывает программу. И вот
эта история, нас же ждут наши дети. Мы не можем долго. То есть мы можем об этом поговорить потом, да, но есть общая цель, которая является тем же самым клеем. И это позволяет выходить из любого кризиса. Это очень красиво. А есть такое понятие среди мужчин или среди женщин, когда мужчина уходит в пещеру. Мгм. Женщине, конечно, свойственно додумывать больше, чем нужно. И мне кажется, женщина, в принципе, думает больше, чем мужчина. Да, Мужчины — это не обижайтесь. Так вот, когда мужчина уходит в пещеру, что делать женщине? Но на самом деле женщина не думает больше, женщина додумывает больше, нежели мужчина. В силу, опять-таки, особенностей своей эмоциональной сферы. Додумывают. Думают и мужчины, и женщины в равном количестве. А, Вот если человек ушел условно в свою пещеру, значит, у него есть сейчас определенная потребность побыть одному и переварить всю ту информацию, которую его мозгу необходимо переварить, чтобы составить какую-то стратегию действий. И это мужской способ проживания кризиса. То есть, когда мужчина уходит в свою пещеру, это не про то, что он вас не любит. Это про то, что он вам просто сигнализирует: мне сейчас нужно побыть одному. Ровно столько, сколько нужно. Сколько, я еще сам не знаю. Но я совершенно точно выйду, когда придет время. И что делать женщине? Во-первых, понимать, что он ушел в пещеру не потому, что он ее разлюбил, не потому, что у него появился кто-то другой, не потому, что она делает что-то не так, а потому что ему сейчас просто это нужно — побыть с собой и проварить какие-то планы, какие-то стратегии. То есть он ушел не в пещеру, он ушел в свою комнату для размышлений. И ей просто продолжать подавать ему знаки жизни. Это про что? Это про то, что ей важно готовить ему еду или организовывать ее, как у них принято. То есть в каждой семье принято по-своему. Кто-то заказывает, кто-то готовит сам. А, Гладить рубашки или организовывать чистые рубашки, целовать на прощание и встречать, когда он приходит, если это их метрики того, что в семье по-прежнему все спокойно. То есть в каждой семье, в каждой паре совершенно точно взрослым людям важно определить, по каким метрикам я понимаю, что в моей семье и по каким метрикам мой мозг понимает. То есть мозгу очень важна стабильность. Вот задать вот эти вот стабильные крючочки, стабильные якоря, которые дают мне понимание, что какой бы шторм ни был, как бы глубоко в пещеру кто из нас не ушел, наши отношения по-прежнему без каких-либо серьезных угроз. То есть если, допустим, жена продолжает готовить мужу ужин, и это для них метрика очень понятная, ну, значит, просто дайте время этому шторму в его голове улечься. Но наверняка это прекрасно работает в каких-либо продолжительных отношениях. А вот на стадии, что делать на стадии начальных, базовых отношений, когда люди еще друг друга не знают, у них нет семьи, они еще не научились, возможно, разговаривать, понимать друг друга, понимать потребности. Потому что молчание для женщины, поправьте, если это не так, это все-таки немного фонит неопределенности, а неопределенность — это всегда небезопасность. Да, безусловно. А небезопасность — это та самая базовая потребность для любой женщины, по которой наверняка и, наверное, она выбирает мужчину. Соглашусь. И для женщины важно разговаривать в принципе. То есть когда с нами, почему говорят, что женщине нужна женщина? То есть нашему мозгу, в принципе, важно проговорить какую-то ситуацию, рассказать про то, что я чувствую, что со мной происходит. То есть когда мы просим совета, неважно, у супруга или у подруги, нам не нужно решение. Мы сами знаем уже это решение давным-давно. Нас нужно, чтобы нас выслушали. Нам нужно, вернее, чтобы нас выслушали, чтобы дали вот этот эмоциональный контейнер, создали эмоциональный контейнер для того, что с нами происходит. Но здесь история про что? Я считаю, и это сугубо мое мнение, что любые отношения, неважно, сколько вам лет, это очень серьезный процесс. И это работа. И если вы идете в отношения, важно на берегу проговаривать,
как вы будете себя вести в случае форс-мажора и что для вас форс-мажор. И важно понимать, что другой человек, например, ваш мужчина, он понятия может не иметь, что когда он молчит, вам больно. Когда он молчит, вам страшно. Когда он молчит, вы додумываете кучу всего. А на самом деле этого в помине нету. Вы уже придумали там ему другую подругу, придумали какой-то кризис, придумали, что он чем-то заболел, а вдруг он там наркоман, почему он молчит, не берет телефон. А у него может быть просто там куча всяких переговоров, он просто устал, ему нужно просто там, я не знаю, с друзьями побыть. То есть это его способ восстановиться или его стиль работы. И он понятия не имеет, что вам страшно, когда он молчит. Поэтому вот это умение проговаривать изначально важные вещи, это опять-таки тот клей для отношений, который на начальном этапе тоже нужен. Люди не могут читать наши мысли. Ваш супруг или ваш мужчина рос в другой семье однозначно, нежели вы. Ценности там были другие, система взаимоотношений между мужчиной и женщиной могла быть другой, система эмоциональных наказаний могла быть другой, да, эмоциональных лишений. И вот здесь нужно просто ему рассказать, а как вам? И спросить, а как у тебя? Вот, а как мне себя вести? Как тебе будет безопасно, понятно, если вдруг случается какой-то форс-мажор? Объясни мне, расскажи мне, и я буду для тебя таким образом более понятной и предсказуемой. Только так. Как не потерять, не растерять мозги в начале отношений? Говорят, О, то же это самое совершенно невозможно. ключевая тема, когда говорят, да, бабочки в животе, и мы Елена, перестаем думать. это же Что за химия? классно, это же классно. Вот зачем? То есть мы же не роботы. Все-таки терять нужно. Это же кайф, нужно терять мозги, нужно проживать вот эти вот эмоции, эту влюбленность, потому что это единственное, что спускается к нам с небес. Все остальное, любовь, отношения, уважение, это строится. А влюбленность, я считаю, это Божий дар. И как же так не разрешить себе прожить этих бабочек? А зачем тогда все остальное? А как мы поймем, что мы биохимически схожи? Это же невкусно тогда становится жить, если у тебя нет бабочек, а одни тараканы. Дайте свободу бабочкам, пусть они будут. Потому что мы бы были роботами, если бы мы могли все просчитывать. Если бы мы исключили из своей жизни боль. Потому что когда мы исключаем из своей жизни боль и хотим, чтобы отношения были без боли, без страданий, без каких-то, скажем так, как принято говорить, минусовых эмоций, а как тогда мы поймем, что нам хорошо? Если мы не испытываем боль, мы не испытываем радость. Если мы не знаем, что такое темно, мы не поймем, что такое свет. Если мы не столкнемся с человеком, который нам не подходит, как мы узнаем, кто нам подходит? Безусловно, влюбленность, она имеет определенную длительность, потому что это наша биохимия, но без этой биохимии не будет ничего дальше. Вот если нет вот этого дальше, нет. Как все-таки не уйти в иллюзию и на каком этапе важно включать мозг? Есть же какие-то критерии, когда мы Конечно. определяем на какой-то стадии, наш это партнер или не наш, потому что все-таки очень хочется всегда идеализировать картинку и дорисовывать идеальные грани. Как обычно, да, И там потом, конечно 2 же, дня обязательно знакомы, я уже разочаровываться. имена нашим детям придумала, Конечно. нашим внукам, примерила на себя его фамилию и все прочее. Это да? очень банально, но Да, это как так. женщина может быть супер самодостаточной, супер умной, и мы все равно попадаемся зачастую, конечно, не все, зачастую в эту ловушку. Да все. будем Всем откровенны нравится, все. когда на тебя смотрят восхищенными глазами. Всем нравится, мы можем об этом не говорить, но это так. Когда тебя провожают взглядом, когда тебе говорят комплименты. Это не норма. Я считаю, если женщина не реагирует на восхищенные взгляды мужчин, на его галантность, на его заботу. Как? Конечно же, все. Весь вопрос в том, что очень важно понимать, что есть не только небо, но есть и земля. И стоять ногами на земле важно тоже очень крепко. Что помогает крепко стоять на земле? Когда ты понимаешь, что для того, чтобы вы могли быть долго, у вас должны совпадать ценности. И вот именно
общие ценности, когда ваши ценности не основные ваши ценности не противоречат друг другу изначально, это относительно, но очень важный гарант того, что, скорее всего, у вас получится при прочих равных. Потому что если изначально ценности разные, ну, например, вы child-free, а ваш мужчина, на которого вы положили глаз, хочет иметь много детей. Но однозначно вы либо не сойдетесь, либо вам придется менять свои ценности, либо ему менять свои ценности. Либо вы разойдетесь рано или Либо вы поздно. разойдетесь. То есть предавать свои ценности очень сложно. Или, например, вы, ну, скажем так, любите путешествовать, и для вас это просто необходимо для вашего творческого начала, или же это про то, что ваша профессия подразумевает, да, ваша реализация в этом мире подразумевает поездки, а он жуткий интроверт, и для него выйти куда-то — это прям большой стресс, он совершенно асоциальный. Такое тоже бывает. Э, Есть смысл подумать, а долго ли вы протянете, да? Потому что переделывать людей совершенно точно невозможно. Нужно искать своих. Найди своих и успокойся. Поэтому вот общие ценности. Очень важно смотреть на семью, в которой вырос человек. Потому что мы же не из пробирки. У нас всегда есть тот контекст, из которого мы вышли, где заложены наши ценности. Поэтому это очень правильно, когда вы смотрите на семью, смотрите на его отца, на его мать, как они общаются, или, по крайней мере, если нет возможности, ну, всякое бывает, да, то есть нету родителей в живых или в другой стране живут, а как молодой человек вам рассказывает про своих родителей? С придыханием, с уважением. Или же говорит: у меня сложные отношения. Могут быть сложные отношения, то есть совершенно не исключено. Но при этом, а что ты можешь мне рассказать про свою маму? И вот посмотреть, а как человек говорит про женщину в принципе. Это очень важно. А на какое место он ставит женщину в мире, в своей жизни. Вот такие тонкие моменты. И плюс есть очень такое интересное. Это морских котиков так тренируют, да, в Штатах. Вернее, не тренируют, а у них прям такой красной линией это проходит, что в моменты стресса в моменты форс-мажора вы не подниметесь до своих ожиданий, а упадете до своей подготовки. И вот как раз-таки вся вот эта вот конфетно-букетная, оберточная красивая история начинает спадать, когда мы попадаем в какой-то форс-мажор. То есть когда у нас прям все красиво и хорошо, мы прям такие идеальные, да, спинка ровно, за словами следим, голову моем, ну и все прочее. А вот попробуйте попасть в какой-то форс-мажор. Например, совместное путешествие. Или же что-то еще, что пошло не по плану. И вот там человек, в том числе и вы, покажете все то, что на самом деле есть ваша базовая настройка. Все то, на чем держится ваше взаимодействие с миром, с людьми, и в том числе с вашим возможным избранником. И вот это важно. То есть убрать, вот, возможно, даже целенаправленно устроить такую историю. Ловите лайфхак, да? Устроить форс-мажор, не выходящий за рамки закона и этических норм. Но устройте форс-мажор и посмотрите, как будет себя человек вести. Это очень показательно. Я не очень сильно верю, честно сказать, в совместимость, связанную с гороскопами, но я очень сильно верю в совместимость физиологическую. Наверняка вы можете нашим слушателям и слушательницам дать очень четкие руководства, которые нельзя игнорировать. На примере запаха тела. Мы все с вами знаем, что именно вот контекст по запаху, он определяет твой или не твой, или чужой, или чужой. А на самом деле это действительно так, и это имеет под собой научные обоснования, эволюционные обоснования, потому что наше обоняние — это самый древний сенсорный канал, самый древний канал, по которому мы воспринимали и анализировали окружающий мир. Обоняние до сих пор у животных играет огромную роль. Так вот, и самое, что интересное, смотрите, мы можем вспомнить все, что угодно. Мы можем вспомнить звук,
мы можем вспомнить и воспроизвести картинку, мы можем даже вспомнить и воспроизвести по памяти тактильное какое-то ощущение. А вот запах мы реконструировать не можем. Вот попробуйте вспомнить, вот попробуйте просто реконструировать в голове, вот сейчас воспроизвести какой-то запах. Интересно. Вот у вас не получится. Не получится, но я могу, например, я очень люблю запахи, для меня это очень Да. важно. Я даже могу выбирать, дружить или не дружить с человеком по запаху, Вот, насколько он красив по запаху. вот. Но то, о Да, чем вы не сможете вот сейчас реконструировать запах, но зато через запах вы можете вспомнить абсолютно все. это правда. То есть запах — это сильнейший триггер для мозга, сильнейший, эволюционно сильнейший. Мы по запаху изначально выбирали свой или не свой, потому что это не про запах, когда человек условно соблюдает гигиену или не соблюдает. Это наш биологический запах, который обусловлен нашими гормонами, нашими биохимическими другими веществами. Это тонкий неуловимый запах, но мозг его улавливает. И если изначально идет несовместимость по запаху, ничего у этой пары не получится, потому что на уровне древнего мозга пойдет сразу такой аларм, 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 тревога, чужой, чужой, чужой. Поэтому вы можете даже посмотреть до сих пор, например, древние, не древние, вернее, а африканские племена, так же как в древности, да, обнюхивают друг друга. Но они это делают явно. Мы тоже обнюхиваем друг друга. Когда мы обнимаемся, когда мы приближаемся друг к другу, как мать нюхает макушку ребенка. И, кстати, недавно были опять-таки интересные исследования, которые показали, что запах макушки новорожденного способствует образованию новых нейронов в голове у мамы, потому что это очень важный адаптивный период для матери. Ей нужно очень многому научиться, очень много приобрести, вот когда она стала мамой. И вот этот запах макушки, он стимулирует образование новых не нервных связей, а именно нервных клеток. И поэтому, да, если есть несовместимость по запаху, к сожалению, ничего не получится. Но если вы попали в запах, то да, это намного сильнее даже, чем какая-то внешняя картинка. Намного сильнее. И это доказанный научный факт. А есть ли еще какие-то физиологические критерии, на которые хорошо было бы опираться, прежде чем делать шаг вперед? Но для мозга красиво это значит очень просто. Это значит, то есть для мозга красиво это когда про здоровье. То есть чем более здоровым физиологически выглядит человек, когда у него... То есть даже есть критерии Всемирной организации здоровья, 10 критериев, что человек здоров. И там температура 36,6 вообще не входит в эти критерии. На первом критерии это оптимизм и жизнелюбие. И дальше там идут именно физиологические критерии, такие как отсутствие, например, перхоти, отсутствие испорченных зубов, блеск в глазах. То есть то, что показывает с биохимической точки зрения, что человек здоров. Почему это важно для другого человека? Потому что когда человек здоров вот по этим критериям, с ним можно размножаться. То есть он является достойным кандидатом для того, чтобы продолжать мой род. И именно поэтому эволюционно, опять-таки, для мозга здоровый человек — это про красоту. Человек, который транслирует нездоровье, автоматически мы, даже на уровне тела вы можете считать, при всем пиетете, как говорится, да, то есть все равно у нас вот есть такое вот сначала мы так, стоп, да, то есть это инстинктивно. Потом, конечно, включается кора головного мозга, мы включаем там всякие наши алгоритмы социальные и меняем свою стратегию поведения. Но самая первая реакция, когда что-то отличается от наших метрик нормальности, это вот тело говорит стоп. Поэтому внешний вид он действительно очень важен. И внешний вид, что еще интересно, да, ведь многие очень краят свой внешний вид, да, то есть вот до неузнаваемости порой меняют свое лицо. И иногда смотришь на девушек и думаешь, господи, почему они так все похожи? Они к одному хирургу ходят, да, и говорят, сделайте мне вот так.
Так вот, как вы думаете, почему многие дети боятся клоунов, боятся ряженых? То есть вот прям истерика может быть у ребенка. Потому что вроде бы человек, голова, две руки, две ноги, вроде движется, а в то же время не похож ни на маму, ни на папу, ни на каких других людей, которых мозг ребенка привык воспринимать, и они для него безопасны. И вот точно так же, если мы видим лицо другого человека, а, где вычурны черты лица, искусственно слишком выделяющиеся от тех параметров, которые наш мозг привык воспринимать нормальными, а значит здоровыми и красивыми, автоматически мы этому человеку не доверяем. Да, он может быть по канонам красоты каких-то временных трендов, скажем так, в десятке, но обратите внимание на великосветских леди, на крупных бизнесменов, на крупных бизнес-леди. Там достаточно все натурально, при всем при том, что там есть и хирургия, и высокого пилотажа косметология, но там все очень-очень натурально. Потому что чем больше мы отличаемся, вот в силу определенных, да, таких искусственно сделанных черт, тем больше мы вызываем опасность у другого мозга. Это факт. Ну, не секрет, что благополучие семьи зависит от того, насколько счастлива женщина. Но при этом нужны ли отношения женщины для счастья? Насколько она может без отношений быть счастливой сама по себе? Спорно. Сейчас в силу огромного количества инста-статей, большого количества подкастов, много разных мнений, мне кажется, мы уже немножко запутались. Что есть правильно, а что есть неверно, да? А на самом деле действительно очень такая тема, лоббируемая разными источниками и трактуемая по-разному. На самом деле, если мы обратимся к определению, что такое счастье, более 200 определений счастья. И мне очень нравится определение, которое дают нейробиологи, что счастье – это наличие удовольствия и смысла на протяжении длительного времени. Соответственно, если у вас в жизни есть источники удовольствия, у кого-то это может быть работа, у кого-то это могут быть дети, у кого-то это может быть социальная какая-то вовлеченность, медийность, проявленность, у кого-то это может быть и то, и другое, и третье. И плюс у вас есть наличие смысла, ради чего вы делаете то, что вы делаете, ради чего вы просыпаетесь по утрам, с какими мыслями вы засыпаете ночью. И это не только сегодня. Так, я решила, что вот мне нужно прям быть там вкладом в мир. А это вот прям важное условие на протяжении длительного времени. То есть вот я вас спрошу, а в чем смысл того, что вы делаете? А какие источники удовольствия у вас есть? И если у вас есть ответы на эти два вопроса, я могу вам выдать справку, что вы счастливы. И в этих ответах может не быть мужчины. Может не быть мужчины, потому что мужчина не обязан делать вас счастливыми. Понимаете, вот в чем штука? В том, что вот это вот однобокое определение женского счастья, что наличие мужчины – это обязательное условие, чтобы женщина была счастлива, является фундаментом, во-первых, для созависимых отношений, во-вторых, делает мужчину каким-то рабом женским, что он просто вот обязан делать свою женщину счастливой. Мужчина, так же, как и женщина, может сделать счастливее того, кто уже счастлив. Если вы изначально имеете удовольствие и смысл, и появляется некий принц на белом коне, он может только усилить то, что у вас есть, но он не может вам дать того, чего у вас нету. Ровно так же, как вы можете усилить мужчину своим появлением, усилить его ощущение счастья, но вы не можете заменить ему то, чего у него нету. Потому что тогда вы превращаетесь в костыль для этого человека, а он автоматически в инвалида. Какой смысл? Ничего красивого в этом нету. Поэтому женское счастье на самом деле ровно такое же, как и мужское. Наличие удовольствия и смысла. Есть такой популярный тезис, мнение, понимание о том, что мужчина отражает в отношениях женщины ее состояние, что мы притягиваем того человека,
который вы заслужили. Насколько это сопоставляется с реальностью? Конечно, сопоставляется, потому что когда у вас есть общие темы для разговоров, вам интересно вместе. Соответственно, вы притягиваете тех людей, даже не столько притягиваете, а сколько удерживаете дольше около себя тех людей, которым с вами интересно по тем или иным причинам. Это может быть здоровый интерес, это может быть нездоровый интерес, но тем не менее вы как пазлы подходите друг к другу по тем или иным поводам, инфоповодам в том числе. Это так же, как мы с вами говорили, да, должны быть общие воспоминания и должны быть общие цели. Поэтому однозначно да. То есть не нравится то, что происходит вокруг тебя, есть смысл посмотреть, а что я транслирую, почему этому человеку со мной интересно, ну вот какой я представляю для него интерес. И вот здесь очень много интересных ответов вы найдете. Почему ему со мной интересно? Нужно задуматься. Сохранить отношения при любых обстоятельствах, но если эти обстоятельства измена. Ах, сейчас. Хочется жарко. Мне очень нравится, когда мужчины начинают рассуждать на тему, но это же просто был секс. Можно же такие слова говорить? Это же просто была физиология. Ну, люблю-то я тебя. Люблю-то я тебя. Как женщине с этим здесь я мириться? даже не помню, что это было. Это оправдание все-таки. Смотрите, я и всегда... ничего личного, вот только смотрите, секс, или? Я всегда про то, чтобы совпадали ценности. То есть на самом деле это большой миф, что все мужчины изменяют. Это правда большой миф. То есть если у мужчины ценность семья, если у мужчины ценность отношений, если он понимает, ради чего он вместе с вами, я не верю, что его можно условно совратить. Но это же не теленок, которого вы там повели. Да? Но при всем при этом обстоятельства тоже бывают разные. И я всегда за то, чтобы давать второй шанс. Вот я всегда за это. Если прочие равные говорят вам о том, что есть смысл дать второй шанс, дайте. Правда, иногда могла случиться какая-то лажа в его жизни, и он, правда, ничего не помнит и не может вам объяснить. Но, с другой стороны, тоже очень интересный момент. В отношениях всегда появляется третий тогда, когда для него появляется место. Вот если для него если в ваших отношениях появился сквозняк, значит, между вами достаточно места, чтобы туда просочился кто-то третий. И это про женщину. Это и про женщину, и про мужчину. Но чаще, то есть на самом деле... Женщин просто сейчас очень модно обвинять в том, что, опять мы судим по пабликам, по тем комментариям, которые видим в сети, очень модно обвинять в том, что если что-то пошло не так, это женщина недостаточно Да стала глупости всё женственной, это. женщина недостаточно Пила кофе с вкладывалась. корицей, да, не там пила не с по кофе или четвергам, пила да, кофе да. с корицей по четвергам. И, честно сказать, от таких новостей немножко становится Да глупости дискомфортно. все это. Вы знаете, отношения двух взрослых людей – это всегда про взаимную ответственность. Ну, всегда. Безусловно, что если женщина не уделяет достаточного внимания мужчине в силу их договоренностей, ну, взрослый мужчина просто сядет и скажет: послушай, что-то пошло не так в отношениях. Мне важно быть с тобой вместе, давай обсудим. Ровно так же, как и женщина скажет: послушай, мне кажется, что-то идет не так. Я чувствую, то есть вот это вот я-сообщение, то есть не ты что-то делаешь не так, я чувствую, что что-то идет не так. Либо успокой меня, либо давай обсудим. Либо развей мои сомнения, либо давай что-то изменим, потому что мне важно быть с тобой, мне ценны отношения. То есть когда мы про отношения, очень важно делать важными, но это правда так, то есть фокус именно на отношениях, не на мне, не на тебе, а на том, что ценно нам двоим. И если это действительно ценно, об этом есть смысл позаботиться. Но если ты продолжаешь говорить одно, а делать другое, ну тогда кто кому врет. И тогда, естественно, сохранить отношения любой ценой – это не моя философия. Не нужно ничего. Любой ценой нужно сохранять только себя. Вот себя – да.
Есть очень два актуальных таких вопроса. Это тенденция равноправия, как не сделать перекос вправо или влево, чтобы не уйти в какую-то крайность, крайнюю крайность, как важное на важном, про успешный успех. И вот возвращаясь к изменам, ну и, собственно говоря, к разводам в отношениях, когда хочется сохранить, и уже не может, и тысячи причин, когда людям все-таки строить нужно разные на самом деле семьи и идти по своему пути, потому что, ну вот совместные пути никак не сходятся, и наверняка вы тоже часто слышали очень популярный вопрос, который наверняка в вашем окружении часто звучит, в моем окружении он часто звучит, особенно в последнее время. Я не знаю, ретроградный Меркурий, может быть, содействован в этом, но во все времена он популярен. Сохранить отношения ради детей. Насколько эти отношения являются таковыми? Глупости все это сохранять отношения ради детей. Попробовать сохранить, потому что у нас с тобой общие дети, да, я согласна, но жертвовать своей жизнью и делать при этом виноватыми, по сути, виноватыми детей в том, что я терпела столько ради вас, ну, я считаю это негуманно, прежде всего по отношению к детям. Потому что детям нужны счастливые родители со здоровым, правильным отношением к себе и к жизни. Ведь согласитесь, что значит ради детей? Когда родители разводятся, что отец перестает быть отцом, он также и остается их отцом. То есть если это человек адекватных взглядов и по каким-то причинам, понятным обоим взрослым людям, пути мамы и папы разошлись, вернее не так, пути мужчины и женщины разошлись, они не перестали быть мамой и папой своим детям. И никто не мешает папе и маме выполнять обязанности мамы и папы. Но это же логично. Это более чем очевидно. И у меня есть миллион примеров, в том числе мой собственный пример, когда я в разводе с первым супругом, но при этом у моих взрослых сыновей прекрасные отношения и с бабушкой, и с папой. Они ездят в гости, и, соответственно, я считаю это своей заслугой, что сохранились эти отношения. Поэтому жить ради детей точно нет. Детям нужно давать видеть правильные эмоциональные взаимоотношения, реакции. И самое главное свободу и честность, вот это вот, то есть смелость быть собой, смелость выбирать то, что тебе важно, при этом объясняя другим, почему для тебя это важно. Безусловно, дети в силу того, что, ну, как правило, разводы случаются, когда дети не такие большие, и еще головной мозг, та часть, которая отвечает за критическое мышление, не созрета, дети не воспринимают те причины, которые веские для родителей. Но вот здесь весь вопрос в том, кто главная доминантная особь в отношениях, кто принимает решение. Если я принимаю решение в отношении своей жизни, то я искренне верю в то, что мои дети, когда они вырастут, они поймут, почему я это сделала. Ну, может быть, и не поймут, но это тоже вариант. Главное, что я умею выбирать себя, и я показываю своим детям, ты тоже можешь выбрать себя в определенных условиях, когда это потребуется, а не запихивать под ковер все свои чувства и всю свою боль, которую уже невозможно терпеть, но при этом я делаю виноватым тебя маленького, что я ради тебя все это терплю. Боль можно терпеть во время родов, когда ты рожаешь этого ребенка, но делать его причиной своей боли, ну, это негуманно. Ну, в конце концов, у детей формируется образ Страдающей образа мамы. страдающей мамы, и для девочки, которая уже завтра вырастет, для мальчика, который вырастет, это будет абсолютная норма в семье, и наверняка по этой модели, пусть не во всех случаях, но он или она будет также строить свою семью. Конечно, потому что когда девочка или мальчик видят нездоровые отношения между родителями, которые терпят, ну, какой у них закладывается стереотип взаимоотношений с противоположным полом. Задача родителей, когда они разводятся, сохранить взаимоуважительные отношения друг с другом. Если нету другого пути, как развестись, сохранить Вот ради детей есть смысл не сохранять брак, если его уже нету. Есть смысл сохранить взаимоуважительные отношения, чтобы у ребенка были и мама, и папа. Вот это задача, а не терпеть любой ценой.
любой ценой сохранить взаимоуважительные отношения. Тема равноправия очень уязвимая такая тема, не сколько уязвимая, очень острая, я бы сказала, тема, где мы можем сделать шаг влево, шаг вправо и немножко провалиться в яму. Как сохранить эту золотую середину, что на самом деле Равноправие между мужчиной, мужчиной и в женщиной, семье? партнерство, да, партнерство и равноправие в семье, в отношениях, да. Мы говорим именно про семью и про отношения. Но на самом деле, если вам интересна моя философия на эту тему, я всегда про то, что каждая пара устанавливает свои понятные, удобные и безопасные именно для них правила. И никому не нужно эти правила объяснять, почему так или иначе. То есть если мне и моему партнеру удобно, понятно и безопасно именно вот так в отношениях, все, это наше личное внутреннее дело. Но опять-таки синдром, господи, видите, врачебные лезут, да? То есть история про равноправие, ситуация про равноправие, на мой взгляд, она эволюционно совершенно неоправдана. Есть то, что изначально лучше делает женщина. Есть то, что изначально лучше делает мужчина. И когда вы вместе, однозначно в чем-то гений вы, но в этом же лузер ваш партнер. Но в чем-то гений ваш партнер и лузер в этом вы. И есть какая-то одна, как минимум, общая тема, на которую прет вас обоих. И вот когда есть такая комбинация пазлов, и вы признаете гениальность друг друга и не меряетесь яйцами со своим партнером, когда вы умеете восхищаться тем, что гениально делает он, а он умеет восхищаться тем, что гениально делаете вы, и плюс есть общая тема для беседы, ну все, мне кажется, эта пара абсолютно вне кризисов и вне рисков. Все так гармонично, когда вас слушаешь. Кто должен делать первый шаг? Очень много споров на эту тему. Должен сделать первый шаг мужчина, а может быть и женщина. А как все-таки правильно? Ой, как правильно? Смотрите, нет общего рецепта. То есть все зависит от психотипа. И иногда правильно, когда первый шаг делает женщина. Ну, бывает такой застенчивый мужчина, он такой ботаник, или он, например, такой интроверт, и он в жизни бы не сделал первый шаг, и он всю жизнь будет благодарен, что его партнерша подала ему какой-то знак интереса и сказала: слушай, а идем пообедаем вместе, поговорим, или идем там, почини мне компьютер. То есть такое бывает, и это тоже нормально. Традиционно, конечно, мужчина делает первый шаг, и женщина ждет этого первого шага. Но согласитесь, женщина всегда даст мужчине понять, что он ей нравится. Она всегда подготовит почву для того, чтобы мужчина сделал некий первый шаг. Поэтому я всегда за то, чтобы женщина не вела себя аморфно или пассивно, чтобы она вела в рамках приличия себя, но при этом мужчине очень важно, он такой же живой человек, да, он тоже сомневается, он тоже смущается, он тоже боится. И чем больше ему женщина нравится, на самом деле, тем больше вот этот процент смущения или «а вдруг она меня там отправит в освояси», да? Ну, дайте мужчине понять, что он вам нравится. Ну, столько всяких разных способов у женщин есть. Понятно, что на абордаж мы не лезем, но это как минимум не элегантно, да? Но дать понять, что мужчина тебе нравится, почему нет? Но инициировать отношения, когда уже, скажем так, они вот теплятся, ну, конечно, мужчина здесь, в общем-то, на мой взгляд, учитывая опять-таки его природу завоевателя, должен быть в активе. Ну, или вы соглашаетесь на те отношения, где вы на коне, ну, потому что вы такая вот, ну, а рядом с вами мужчина, который не такой активный. И если для вас это нормально, ну, почему нет? Тоже можно. Поэтому все индивидуально. Нет общего рецепта. Есть понимание, что каждый должен сделать 10 своих шагов навстречу. И если вы свои 10 сделали, и его там не обнаружили, ну, наверное, он идет в другую сторону. А кто все-таки должен извиняться первым в отношениях? Тот, кто накосячил. Ну, однозначно, да. Но тот, кто накосячил, ну, потому что наказывать другого молчанием,
что только мужчины должны До извиняться. глупости, до глупости. Я извиняюсь первой перед мужем, когда Да, я могу, конечно, в образе ходить 2 дня. Это нормально. Но если я реально понимаю, что я накосячила, ну, правда, я его обидела, он у меня очень тонкий, да, то есть тонкие настройки у творческого человека. Но мне не западло пойти извиниться. Но для этого, да, конечно, там вот этот вот первый эмоциональный аффект должен осесть, я должна пойти подумать ногами, задать себе там пару вопросов, там, опять-таки из серии «Хочу ли я с ним дальше просыпаться вместе?». Но это так по-взрослому, это так красиво, это так экономит время, когда вы понимаете, что вы накосячили, и вам есть смысл извиниться. И это позволяет в чувство вины не уходить. Потому что когда вы накосячили, ну вы точно ведь знаете, что вы виноваты. И все равно, если вы не исправите ситуацию, чувство вины будет вас грызть, будет воровать вашу энергию. И самый классный способ — это подойти и сказать: слушай, я виновата. Как я могу это исправить? И все. Когда вы говорите вот эту волшебную фразу, вот этот волшебный вопрос, как я могу исправить ситуацию? Причем это не только в романтических, в любовных, в семейных отношениях, не только с мужчиной, но и с партнером, и с подругой. Как я могу исправить? И вам дадут вариант или скажут: ой, да забей, я так ждала, когда ты придешь и мне это скажешь, все этого достаточно. И все. Умение говорить, умение признавать сторону эмоций другой стороны. И вот то, что ты была не права, мне кажется, это навык человека разумного. И женщины разумные, фразу, которую вы, кстати, Да. запатентовали, и человека разумного. И в завершении этого подкаста, который можно вообще бесконечно обсуждать, проговаривать, говорить, тем очень много в одной единственной маленькой теме отношения. Она настолько глубока, но при этом наверняка истинно настоящие прекрасные отношения раскрываются тогда, когда мы умеем подружить наш мозг и наше сердце. Да, однозначно. Именно поэтому мы не роботы. Именно поэтому выбирай сердцем, но воплощай мозгом. Когда ты вдруг влюбилась, так случилось, но потом ты понимаешь, что однозначно это не тот человек. Мозг всегда приходит на помощь в этих ситуациях. И нужно уметь все равно прежде всего чувствовать, что происходит внутри, что происходит вот здесь. Потому что тело и сердце, которое в нем живет, они на самом деле никогда не врут. Не зря же есть такие фразы: материнское сердце, материнская любовь, женское сердце. А не зря мы за 1000 километров можем чувствовать, что происходит с другим, и вдруг звонить и спрашивать: у тебя все нормально? Это вот про ту невидимую связь, которая как раз-таки обеспечивается связью сердца и мозгом. Поэтому берегите и то, и другое. И самое главное, очень хочется сказать, берегите сердца других людей. Умейте до них дотрагиваться очень бережно. Наверное, это самое важное, что мне хочется сказать в завершении. До этого все свои продукты вы создавали, образовательные продукты вы создавали для женщин, и сейчас у вас период красивый такой, когда вы пишете книгу, которую могут почитать и мужчины, и женщины. Да. Книга будет называться «Как сделать мозг продюсером своей жизни». Я очень надеюсь, что я успею ее выпустить в следующем году, вот, который уже наступает, потому что немного не рассчитала свои силы, думала, напишу быстрее, но научные статьи оказалось писать проще, чем научно-популярную литературу. Поэтому верю, что книга скоро увидит свет, и очень надеюсь, что она понравится. Мало вас в подкастах, мало в социальных сетях. Я знаю, что есть каналы, где можно больше почитать о лайфхаках, о таких важных, интересных нюансах, которые важны для жизни не только женщин, но и мужчин. Есть телеграм-канал, называется Neiroland. Раньше он назывался «Записки невролога», теперь мы переделали в Neiroland. Мне показалось, что это будет более так правильно по поводу того контента, который я там пишу. И мы можем оставить ссылку на этот телеграм-канал, можно подписаться на мой инстаграм. Я там очень подробно и очень, как мне кажется, на простом языке рассказываю про законы мозга, про то, как ими пользоваться для того, чтобы
реализовывать свои цели, самое главное, без потери здоровья и репутации. И там же я рассказываю о том, какие образовательные программы у меня будут в 2025 году. Совсем скоро, вернее, я начну об этом рассказывать, потому что очень много нового, очень много нового. Проанонсируем? Да, конечно, очень много нового. И первое, о чем бы мне хотелось рассказать, это курс, который пока имеет рабочее название «Фундамент роста» и будет посвящен тем инструментам, которые позволяют женщинам быть на высоте жизненных сил, на высоте жизненной энергии, для того, чтобы чувствовать себя, чувствовать партнера, реализовывать свои планы, реализовывать свои мечты и цели, потому что даже самый лучший «Мерседес» на пустом бензобаке никуда не уедет. Вот как наполнить свой внутренний бензобак, свою внутреннюю батарейку тем уровнем качественной энергии, которая нам нужна для движения на любые расстояния. Вот про это будет курс. На всех своих обучениях, в эфирах вы напоминаете нам всегда о том, что мозгу очень важно все фиксировать. Поэтому, друзья, все то важное, что вы услышали в этом подкасте, обязательно фиксируйте. Делайте резюме для себя, для нас, чтобы мы понимали, что важного вы услышали, что вы заберете с собой в будущее, в настоящем. И мы обязательно вам ответим и увидимся в следующих подкастах. До встречи.